И снова здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать о личном открытии для себя. Открытие это по той простой причине, что до сих пор для меня жанр пост-рока был чем-то уж слишком переоцененным. И мне он казался, чем-то таким вот нишевым, что слушают исключительно хипстеры, которые хотят выпендриться, дескать, своей немейнстримщиной. Безусловно, до этого альбома я знал об этой группе и о ее существовании, потому что не знать хотя бы об этом немного кощунственно для любого любителя музыки, которым я имею наглость называться. Но вот вышел один сингл с этого альбома, второй, и я понял, чего я больше всего буду ждать в сентябре. И вот я дождался. Так что, поехали. Магвай. Шотландская пост-рок группа, которая на самом деле в особом представлении не нуждается, особенно для фанатов рока, пост-рока и любой альтернативной инструментальной музыки. Я специально делаю акцент на инструментальной музыке, потому что Магвай в большинстве случаев сочиняли и играли инструментальные композиции, в центре которых был живой гитарный звук, грувы живого баса и ударки, которые редко дополнялись синтезаторными подкладками и еще реже дополнялись вокальными партиями, которые зачастую были набиты битком эффектами, что делает их такими вот прозрачно-воздушными, такими вот плавающими даже местами. Так вот и девятый альбом банды под названием Every Country's Sun, или Солнце каждой страны, не является исключением из этого правила. Конечно, многие старожилы и ветераны фан-базы группы будут яростно утверждать, что нынче Магвай уже не тот, не такой мрачный, тягучий и так далее. Ну, так это хорошо, я считаю, если качество не проседает, о чем я говорил неоднократно. А блоги и названия дополняют и раскрывают друг друга как никогда прекрасно. Подбор цвета, солнечное затмение сверху, силуэт города снизу, по крайней мере, мне так показалось. Стоит понимать, что это и есть солнце каждой страны. Причем, опять же, понимать это выражение стоит, возможно, таким образом. Над каждой страной светит одно и то же солнце, и если оно вдруг скроется, то темно станет везде и всюду. Ну и также называется последний трек в альбоме. Так что может быть и такое, что я, как обычно, выдумываю то, чего нет на самом деле, но, по крайней мере, так есть хоть какая-то определенная концептуальная подоплека под всем этим безобразием. По-другому особо представить концепт альбома не получается. Если бы он и был, или не был, неважно. Очень сложно обсуждать какой-либо концепт альбома, если из 11 треков текст существует только в 2 из них. Тем не менее, судя по текстам этих треков и общему настроению и эмоциональному посылу альбома, стоит предположить, что в альбоме описаны мысли и чувства, которые свойственны каждому, которые рано или поздно переживает каждый, и от которых никому никуда не деться. Примерно так же, как и от солнца, которое светит всем и всегда. Поскольку текста, опять же, здесь немного, начнем сразу с него, ибо он тут не менее прекрасен. Давно мне не попадались строчки, которые можно трактовать по-разному и видеть абсолютно другими, ведь они раскрываются с каждым новым прослушиванием абсолютно по-другому и по-новому. И этому примеры тексты треков Party in the Dark, описывающий образ, который лишен страсти к активным действиям, который пресыщен рутиной и ищет того, чего у него нет самого. И он ищет это у других, в других образах, в других материях. Он описывает себя как тихий и нетерпеливый в отсутствии чувства времени, при этом не имея каких-либо направлений к действиям. Короче, вот ничего конкретного, очень много абстракций и сюра. Такой текст вот очень пропитан чувствами и написан чувствами, для того, чтобы его передавали чувствами. Как-то так, и на самом деле я очень рад такому построению текстов. По музыке мы имеем относительно чистый, меланхоличный звук в начале альбома с треком Culverin, переход на более активный, но меланхоличный Party in the Dark, настроение которого тянется вплоть до трека Don't Believe in the Five, где происходит перестык и верхняя точка активности альбома с его перегруженным гитарным звуком, более роковыми грувами баса, ударки и соло-партиями гитар. Причем, что характерно, нельзя сказать, что каким-то образом играются технически сложные вещи, но очень чувствуется этот живой и настоящий инструментальный звук. Как будто ты слушаешь это не в записи, а присутствуешь на живом концерте или на репетиции группы в студии. То есть по уровню живой передачи звука ребята преподносят альбом на ура. Особенно мне нравится эта перегруженная кульминация альбома в треках Don't Believe the Five, Old Poisons и Better to the Scramble.
А потом концовка альбома в Every Country's Son, которая меланхолична, мелодична и спокойна, с переходом на более активный звук и опять же на спокойный. Примерно так же, как и человеческая натура в момент своих переживаний. Начинается спокойствие и легкой меланхолии, взрывается эмоциями, а впоследствии утихает. Примерно так же можно описать и всю музыкальную структуру альбома. Мне нравится, что тут не так много этого стереотипного гитарного построкового звука, который любят тырить все, кому не лень. Здесь нет этих трелей 32-ми нотами. Здесь нет истерики, какой-то метушни в музыкальных партах. Здесь все спокойно, размеренно и при этом очень-очень и очень мелодично. И да, мне очень нравится этот грязноватый во многих моментах бас и гитара, поверх которых пробивается пескливая соло-партия гитары. В общем, да. Я хочу отметить, что многое, что я сказал, можно смело списать на мое чрезмерное переосмысливание всего и всея. Да, можно смело уснуть в середине альбома от скуки, если вы не любите этот звук вообще. Но начало и концовка альбома вас не разочаруют. Особенно если вы фанат пост-рока, особенно если вы фанат меланхоличной музыки как таковой. Поэтому 4,5 из 5. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте подписаться на мой паблик в Фейсбуке, страничку в Твиттере и в Инстаграме, ссылки к которым вы найдете в описании к данному видео. А так, всем спасибо и всем пока!